Здравствуйте, с вами Рина Преображенская и мой подкаст «Окно». Этот разговор является продолжением всех февральских записей. И когда я сделала последнюю от 7 февраля, я прямо увидела, почувствовала, что неозвученными остались некоторые мысли, что нашло тут же подтверждение, когда я после записи увидела голосовое сообщение от Ирины Мартыновой, которая вместе с Иваном Клеменовым помогают мне в работе и в расширении подкаста, за что им огромная благодарность еще раз. Так вот, Ирина как раз озвучила те мысли, которые я оставила за кадром, что называется, подтвердила. И я поняла, что продолжение однозначно следует. Вот сегодня я этот разговор и продолжаю. Вы, наверное, уже и сами заметили, что с января энергетически пространство изменилось. В декабре это еще были более-менее какие-то легкие по сравнению с нынешним временем скорости. Да, не просто, конечно же, но в то же время легче. И по моим наблюдениям, вот новая история как раз и заключается в том, что с января началось экстренное торможение всех скоростей, всего того потока, который я все время называю горизонтальным, который у нас основной на сегодняшний день. На самом деле тормозят уже давно, с 2020 года конкретно. А вот с января уже пошло такое прям тотальное экстренное торможение. Все. И лично для меня это так. Уже как факт. И также фактом является, что с февраля начался тотальный стоп. Все. Это своего рода Рубикон, черта, которая подведена под всем старым. Помните, я уже говорила, что с января пришло время действительно взрослых людей, что вот опять еще раз одно и то же говорю, наверное, уже кому-то это поднадоело, что старой истории не будет, все будет только по-новому. Вот все. Вот в этом и заключается, в том числе, конечно, потому что много составляющих в любой теме. Так вот, ближе к жизни, что хочется сказать. Эту информацию я получила 3 февраля на Тургайке. В прошлой записи я рассказывала, как я увидела вот это белое полотно сначала, в котором увидела ту пелену, которая накрыла всех нас. И в то же время я увидела гораздо больше, конечно же, дальше. Увидела вот как раз и этот Рубикон, и эту черту, и вот это вот состояние, когда мы ничего не знаем и двигаемся по наитию и на ощупь, я так и живу уже постоянно.
Это тот сценарий жизни, который является сейчас основным, по крайней мере, в моей жизни. И поэтому то, что сейчас происходит с людьми, объяснимо, понятно. Лично мне это так. Другое дело, что в реальной жизни очень трудно сделать тот стоп, который желателен. В идеале, конечно, сейчас вообще нужно ввести тотальный карантин. Это вот как раз была та мысль моя неозвученная, и потом эту же идею проговорила Ирина. То есть мы синхронно считали вот эту необходимость в пространстве. У меня прям была мысль такая еще на Тургаяке, что если в 2020 году людей принудительно сажали в изоляцию, на удаленку, дистант, то сейчас, как мне кажется, все были бы рады. Все были бы очень рады сесть и на удаленку, и на дистант, да только вот не получается. А надо бы, друзья, любыми путями. И вот как раз и Ирина озвучила, говорит, что сейчас вот ввести бы такой карантин, потому что то, что сейчас происходит, это реально какое-то сумасшествие и точно ненормально. Она рассказала, что у них был совмещенный урок физкультуры с первым курсом. Она занималась своими делами и в какой-то момент увидела, что ребята начали, все остановились, и, в общем, что-то произошло. Где-то столпились, и она подошла и узнала, что, оказывается, одной девочке стало плохо. Девочка с первого курса. Потом она услышала, что, оказывается, ей уже давно плохо, а последнюю неделю она постоянно падает в обмороки. И в этот раз она точно так же упала в обморок. Но почему-то, как Ирина говорит, продолжает ходить на эту учебу. И слушая ее, вот я реально понимаю, что, друзья, это реально страшно. Я предполагаю, что эта девочка не может не ходить в эту школу, я имею в виду, куда вот в это учебное заведение не ходят, это не школа, а уже после школы дети учатся. Она не может ходить, возможно, потому что родители заставляют. У меня прям сразу пошла информация, что заставляют родители. Ребенок просто не может не ходить в эту, в общем, будем называть школой. Я, когда в институте училась, его школой называла, поэтому здесь уже, я надеюсь, вы правильно меня поймете. И потом, естественно, дети стали все это обсуждать. Все сразу заговорили, что это какой-то апокалипсис происходит, что это все ненормально, что очень много людей болеют, очень много людей себя очень плохо чувствуют. Какая-то безвыходная ситуация, которая никак не закончится, все только усугубляется. И вот этот пример очень яркое подтверждение всего того, что я здесь постоянно озвучиваю. Все очень и очень серьезно. Вы представляете, в каком состоянии находится ребенок, если он уже давно испытывает такое состояние, а последнюю неделю почти каждый день падает в обмороки? О какой учебе может вообще идти речь? Там на кону вообще, как мне кажется, здоровье и жизнь ребенка. Но самое потом парадоксальное стало происходить,
Ирина рассказывает, как девочки стали... Это понятно, сразу говорю, это понятно, почему дети так говорят. Это понятно, что они настраиваются, они друг друга поддерживают, и слава богу, что давайте крепиться, давайте держаться, давайте там такие-то репетиции, такие-то репетиции, такие-то. Это все объяснимо. Нас, как говорят, как говорится, всегда и вперед учиться. Это надо, это действительно важно. Но, друзья, сейчас стоит огромное но. Это ваше состояние и состояние ваших детей. Вот что должно ставиться в приоритет, в первую очередь. Дело, услышьте, дело даже не в здоровье, хотя оно первоочередное. Дело жизни. Услышьте меня. На кону стоят жизни, здоровье. И согласитесь, какие-то репетиции, какие-то мероприятия уж как-нибудь подождут. Это мое мнение. Я не вмешиваюсь, я озвучиваю свою позицию. Кто-то, возможно, скажет, что мне хорошо рассуждать, у меня дети взрослые. Старшей дочери у меня 26 лет, младшей 20. У обеих уже своя жизнь. Они не школьницы. Но я отвечу на этот момент. Я всегда в приоритет ставила состояние моих детей. Всегда. Да, я их направляла, да, я им выставляла маяки, но всегда учитывала ту ситуацию, в которой мы оказывались в тот момент. Нагрузки у моих детей тоже были нормальные такие. Но я сразу хочу сказать, что то время очень сильно отличается от нынешнего времени. Очень сильно. Вот даже если Лия училась в свое время, Эля на 6 лет позже. Уже огромная разница была. А сейчас еще больше усугубились эти требования. Извините за выражение, тот маразм, который происходит. Но я его другими словами назвать не могу. Еще хочется сделать такое отступление. Когда началась пандемия, мой стоматолог, которая знает мое направление в жизни, я его не афишировала, я никоим образом никому ничего не говорила, пришла и села как клиент. Она сама ко мне обратилась с вопросом через какое-то время. Она говорит: вы знаете, я сразу хочу извиниться, но меня очень сильно интересует вопрос: вы чем занимаетесь? И она сразу объяснила. Она говорит: сначала я на вас вообще никак не обратила внимания. Вообще, говорит, мое правило не интересоваться жизнью людей. Ну, это понятно. Просто клиент, просто сел, вот тебе зубы, вот тебе, как говорится, работа, вот и все. Это правильно, это профессионализм. Но на вас обратила мое внимание моя медсестра, моя помощница. Она говорит: обратите, пожалуйста, внимание на Ирину Борисовну. У нее удивительная, очень интересная энергетика. Я, конечно, была под впечатлением, когда мне медики говорят такие вещи. Я заулыбалась, я говорю: а что такого удивительного? Они говорят: ну вот это действительно так. Ну, я-то себя ведь не вижу со стороны, я себя не чувствую, я такая, какая есть. Вот. И вот она говорит: и я обратила внимание, действительно. И каждый раз вы приходите, и мне все время очень хочется спросить, чем вы занимаетесь. И я тогда ей рассказала, чем я занимаюсь. Она мне тогда сказала: мне надо к вам, пришла. То есть вот так она узнала
кто я и что я. Я просто объясняю, почему она мне задала этот вопрос. Вот, она уже, как говорится, доверяет моему мнению, моему слову. И вот в начале 2020 года она меня спросила: Ирина Борисовна, скажите, пожалуйста, как долго это продлится? Когда вот пандемия началась, у них начались перебои с поставками материалов, расходников, со всей изоляцией. Вот. Как долго это продлится? Я очень хорошо запомнила свой ответ, вот этот наш разговор. Я говорю: вы знаете, я не знаю. Вы очень многого от меня хотите. Дело в том, что мне не дано познать всей глубины маразма нашего мира. А сейчас именно он полезет из всех щелей. Поэтому единственное, что я могу сказать, я не знаю. От меня здесь точно ничего не зависит. И я имею в виду не то, что не зависит, я не могу увидеть. Хоть примерно. Посмотрим, жизнь покажет. Ну вот, жизнь и показывает. Маразм был, а сейчас он еще больше усилился. Я почему вот вам это и тоже захотела прямо сейчас сказать, что сейчас реально из всех щелей лезет буквально какое-то... Я даже не знаю, как это сказать вообще, что сейчас из людей лезет. И поэтому то, что происходит вообще во всех системах здравоохранения, образования, для меня неудивительно, к большому, огромному сожалению, неудивительно, потому что всю эту чушь, больше я никак не могу сказать, это самые мягкие слова, создают ведь люди, живые люди. Что у них там в мозгах происходит, чем они руководствуются, это только, мне кажется, стоит догадываться, а лучше, наверное, вообще туда даже и не смотреть. Ничего хорошего. Но точно не для людей. Вот точно. И поэтому то, что сейчас происходит вообще с требованиями в школах, во всех бюджетных системах, это просто какой-то реальный дурдом и сумасшествие. Есть только какие-то отдельные очаги здравомыслия, и то там все зависит от руководителей, которые хоть как-то пытаются, но они тоже не могут перепрыгнуть через эти ненормальные какие-то требования, нормативы, которые ужесточаются, которые из людей высасывают, выматывают последние нервы и силы. Мне бы очень хотелось видеть другую историю и говорить о другой истории. Но, к сожалению, реальность очень фиговая у нас с вами. И это тоже нужно учитывать. Так вот, возвращаясь к моему примеру. В распорядке моей старшей дочери Лии, когда она училась в средней школе, стояли основная школа, английский язык, школа искусств и спорт. Плюс-минус, в общем, туда-сюда где-то что-то как-то откладывалось, я имею в виду, старались, конечно, вот этот график соблюдать. Вот, то есть закрывать все те необходимые моменты, которые интересны ей были. Вот. Ну, понятно, основная школа и английский это не обсуждается. Это я сразу сказала. Так вот, я помню, один раз я к ней подхожу, и она вообще никакая. Я говорю: что с тобой? В ответ тишина.
Я говорю, я все поняла. Тебе нужен отдых. Она так поднимает глаза. А можно? Я говорю, доченька, нужно. Не беспокойся, сейчас я все сделаю. Я пошла и написала классному руководителю. Я, конечно, ей не сказала правды, потому что нам правду нельзя всю говорить. Не поймут, мягко говоря. Там не тот педагог был. Вот. И я просто сказала, что Лея сегодня останется дома по семейным обстоятельствам. Все. Лея расплакалась. Я говорю, родная, ну так ты скажи мне. Она говорит, ну надо же учиться, надо же делать. Я говорю, надо. Я не говорю, что не надо. Но давай сначала еще будем думать о твоем здоровье. О том, что нужен просто отдых иногда. И это нормально. И в этот день она отоспалась, отлежалась, отвалялась. Потому что я же тоже вижу, какие требования в школе в тот момент были. Со школы у нее были нелады. Мы перешли в эту школу изначальной, ну, так скажем, на автомате. В начальной школе было вообще все идеально. Просто вообще, я говорю, дом родной. И эта начальная школа, она как бы прикреплена к средней. И, понятно, Лея сразу туда пошла. Но там прям начались такие вот непростые ситуации. Там с ее волосами, она у меня тоже девушка яркая, кудрявая. Вот. И я ей, в принципе, всегда предлагала сменить школу. Она, да нет, я доучусь, тут уже ребята. Я помню, ситуация уже зашкаливала, когда она 9 класс заканчивала. Я тогда уже категорически сказала. Я говорю, родная, давай менять школу. Я говорю, ну это ненормально в такой ситуации учиться и постоянно в таком. Ну потому что там больше педагогический состав вот с этими, в общем, какое-то отношение было к детям просто вот не передать. Там 1-2 педагога были действительно вот прям люди с большой буквы, профессионалы, а вот в общем все остальные, к сожалению, без, так скажем, без уважения к детям. Для меня в основе общения с любым человеком, вне зависимости от возраста, это уважение. Я даже с маленькими детьми так разговариваю, с подростками. Ну, к сожалению, такого там не было. И это тоже, в принципе, объяснимо. Педагоги загнаны в угол теми требованиями, которым они должны подчиняться. Если раньше они учили детей, то сейчас они строчат бесконечно какие-то вот эти вот отчеты, что они там, господи, откровенно говоря, мне педагогов сейчас очень-очень жалко, честно говорю. Вот. И поэтому я Ли тогда предложила в школу в другую перейти. Она отказалась. Нет, говорит, я закончу, для меня это прям вопрос вопросов. Она говорит, мне надо это сделать. В общем, она себе поставила такую задачу. Она ее выполнила, но потом она сказала, что зря она это, конечно, сделала, не послушала меня. Вот. Но она тогда решила, что не хочет тратить время на адаптацию в новой школе. В общем, сделала, как сделала. Я к чему это говорю? К тому, что я всегда, если я чувствовала, что ситуация зашкаливает, что психика уже на грани, особенно, то у меня без вопросов я оставляла ребенка дома, даже среди учебного года. И мне, честно говоря, это важнее. Чтобы мой ребенок был в адеквате, чтобы он был здоровым.
Я приношу свои извинения сейчас тем педагогам, которые прослушают эту запись. Я сразу говорю, я не, извините за выражение, не валю все в одну кучу. Никоим образом. Я сейчас не утверждаю, что все педагоги и все школы такие. Нет, нет и нет. Есть замечательные школы, есть прекрасные педагоги. Более того, говорю, что все абсолютно педагоги сейчас находятся в крайне критическом состоянии. Ирина же вот тоже рассказывала раньше, и я делилась этим в записи, что учителям на рабочем месте становится плохо. Это от хорошей жизни, что ли? Да это ужас просто. Это просто ужас, что сейчас происходит. Свою вторую дочь, Элину, я отдала вот в ту школу, куда я Лею хотела перевести. У меня ребенок там прекрасно учился. Прекрасная школа, прекрасные педагоги. Я им бесконечно благодарна. Если первой школе, я имею в виду вот той, которой Лея училась, я благодарна за опыт. Как Лея говорит, я стала сильной, теперь мне вообще ничего в жизни не страшно. После английского и моей этой школы, говорит, мне в жизни ничего не страшно. Ну, закалка, сталь закалилась. Вот. А где Элина училась, прекрасная школа. Дай бог здоровья, вот вообще вот на долгие годы всем педагогам низкий поклон. Вот. И поэтому здесь в кучу не валю точно. Я глубоко уважаю труд педагогов. И сейчас я еще хочу обратиться к родителям, чтобы меняли отношение к педагогам тоже. С пониманием относиться к тому, что творится вообще. Мне кажется, сейчас надо всем вот объединиться каким-то образом и как-то вообще тут вот останавливать эту всю историю ненормальную. Повлиять куда-то там мы сейчас не можем, поэтому здесь вопрос просто человечности. Во-первых, с пониманием относиться к состоянию детей, чувствовать своих детей. Требования ненормальные, запредельные. Мне подруга рассказала, что у нее сын сейчас заканчивает 9 класс. Вот в этом году. И внимание, вот какой, извините за выражение, идиот ввел в качестве обязательного урок немецкого языка на 1 год в 9 классе. Это при той нагрузке, это при том стрессе, который дети испытывают сейчас постоянно. Зачем? Огромными буквами. Зачем? Вот это ненормальная история с ЕГЭ, с ОГЭ, которая вымотала уже всем нервы, которая уже давно говорит о том, что она просто труп уже. Которая истощила нервную систему всем, и детям, и родителям. Прям дробью хотела вот начать говорить по этим всем темам. Неожиданно, конечно, для меня. Просто я вспоминаю свои родительские собрания, когда я к девочкам ходила. У меня был шок. Все родительское собрание у меня было ощущение, что наших детей готовят, господи, куда, я даже сказать не могу, куда. Я помню, подошла к педагогам, я говорю, вы что делаете? Вы что делаете?
Ребенку надо сосредоточиться на учебе, на знаниях, успокоиться. Любой экзамен, любой маломальский даже урок — это всегда стресс. Определенный стресс, ответственность. Это знание. Вот для чего школа. И экзамены. Там трясешься, как осиновый лист. Я помню себя прекрасно. Там волнения хватает выше крыши. А то, что сейчас происходит с этими дурацкими ЕГЭ и ОГЭ, это просто шок вообще. Все родительское собрание рассказывали, как ни в коем случае нельзя забыть это, ни в коем случае нельзя забыть это, ни в коем случае нельзя забыть это. Через турникеты тут пройдите, через вот это вот тут пройдите, вот это вот нельзя, вот это нельзя. Они чем больше говорили, мне просто хреново становилось. Господи, простите меня за такие слова. Мне прямо тошнило. Я говорю, это что такое вообще? Это какой-то ужас вообще. Да разве можно так издеваться над психикой людей, детей? Кого готовить-то? Для чего все это вообще? Тут ребенок не на учебе сосредотачивается, а на том, чтобы не напортачить там где-то. Так там стресса и так выше крыши, а тут еще вот этот вот маразм. Вот я говорю, маразм, самый настоящий маразм. Но этот маразм-то был еще до 2020 года, а вот сейчас вот это все усугубилось. Я к чему это все говорю? Усугубилось. Еще больше усугубилось. Я все это сейчас так подробно говорю, насколько я могу, чтобы родители остановились в бесконечных требованиях и давлении на детей. Пожалейте ваших детей. У них колоссальная нагрузка. Эта нагрузка вам точно даже не снилась. Создайте им более-менее нормальные условия, насколько это возможно. Не требуйте от них каких-то идеальных оценок. В этой системе это никому не нужно, никому абсолютно. Никуда это не упирается. Я понимаю, что от этого зависит многое. Сейчас начнут, скорее всего, родители со мной не соглашаться. Я понимаю. Из этой системы выскользнуть, к сожалению, к большому сожалению, на сегодняшний день невозможно. От этих результатов. Это зависит от этих результатов. Я имею в виду вообще там дальнейшая жизнь. Но если ребенок падает в обмороке, стоит этого? У Лии было меньше на вот это вот давление. И мы даже тогда уже говорили. Видя, что она старается, тут тоже это надо учитывать, что ребенок старается, не на отвали живет. Так и говорили. Родная, главное знание. Оценки — это все уже там. Я всегда это говорила. Ты знаешь. Вот просто иди и пиши, что ты знаешь. Оставь все вообще, вот эти вот требования, вот это все оставь. Я имею в виду, что даже если что-то не получится, ничего страшного. Абсолютно ничего страшного. Ты подготовилась, ты это знаешь. В зависимости от ситуации, даже если что-то произошло, будем решать по ситуации. Ты, главное, выполни вот эту свою задачу, чтобы ты знала, там, урок, там еще что, к экзамену подготовилась. Ну и там уже по ситуации, как получится. Дома мы никогда не давили.
Дома никогда с ума не сходили, не требовали, не заставляли. Я помню, когда Элина сдавала свои экзамены, я пошла на пробный ЕГЭ. У меня был шок. По русскому языку. Ой, господи, я говорю, ОГЭ. По русскому языку. Я в совершенстве знаю русский язык, но я имею в виду, что у меня всегда были пятерки. И я была уверена, мне было так интересно, думаю, я посмотрю изнутри эту кухню. До моих знаний там даже близко дело не дошло. Весь пробный вот этот вот экзамен мы заполняли формуляр. Я вот так сидела, смотрела на преподавателей, мне их было так жалко. И детей наших жалко, и всех жалко. Чем мы занимаемся? Сколько времени, нервов, сил уходит на то, что абсолютно не имеет никакого значения. Но именно вот это вот забирает все. До настоящих знаний не доходит никто. Чтобы сконцентрироваться на них, чтобы учителю было в радость передавать то, чем он горит, чем он живет. А он загнан в тиски вот этих идиотических требований, ненормальных каких-то. И, соответственно, а куда деваться? До детей доходят остатки преподавателя, буквально. Все в стрессе. Преподаватели в стрессе, дети в стрессе, родители в стрессе. Большой вопрос. Зачем? Вот как с тем немецким языком на 1 год. Зачем? Кому это надо? При той нагрузке, я почему начала говорить, при той ненормальной нагрузке, которая уже есть, добавлять еще большую нагрузку, бесцельную абсолютно. И моя подруга всеми силами пытается успокоить своего сына, а тот находится просто в каком-то постоянном нервике, постоянном стрессе, который невозможно снять ничем. Ну где-нибудь предел-то должен быть. Это она еще дома создает ему спокойную обстановку. А если в семьях еще нагнетается это все, давай, 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 давай. Вы представляете, что творится с детьми? Я почему сейчас опять это подробно говорю? Потому что я уверена, что та девочка, которая ходит, падая в обмороки каждый день, продолжает все-таки ползти в это учебное заведение. У нее, скорее всего, именно такая ситуация в семье. Давай, давай, ты должна, кому должна, чего должна? Никому она ничего не должна. По крайней мере, вот не этой системе точно. Ой, Господи, Боже мой, дай мне силы. Я вообще думала о другом сегодня говорить. Немножко о другом точно. Я имею в виду не с таким градусом, не с таким настроением, а то, что сейчас происходит, это просто, конечно. Я эту запись долго не могла начать, просто села в ресурсе, в спокойствии. И постоянно что-то вот прям не могла, и все. Потом почувствовала просто сумасшедшее напряжение, которого до этого не ощущала. Я его просто уже, видимо, считала с внешнего мира, потому что во мне его точно не было до этого. Непростая тема, очень непростая. Она затронет, конечно же, многих, если не всех.
Но я призываю остановиться. Особенно родителей. И создать детям более, насколько это возможно, спокойные условия. И с пониманием относиться к педагогам. И педагогов прошу. О чем я прошу? Вот опять, Господи, где найти тот рецепт, который сейчас бы помог всем сразу? И родителям успокоиться, и педагогам успокоиться, и детям успокоиться. Где бы это все найти, да, вы скажете? Легко сказать. Да нелегко мне это сказать, я это все прекрасно знаю, понимаю, поэтому я сюда и пришла. На такие темы тяжело говорить, и никто об этом не говорит. А это наша жизнь. Ирина рассказывала, что когда вот уже там в раздевалке все обсуждали вот эту ситуацию с этой девочкой, вот там ребята сказали тоже, что апокалипсис какой-то точно ненормальный происходит. Давайте держаться, давайте репетировать, давайте там что-то будет происходить. Ирина говорит, что нас тоже, помню, все время заставляли, давайте, давайте, это надо, это надо. Потом оказалось, что это никому не надо по итогу. И вот когда там начались вот эти речи, давайте, давайте держаться, одна девочка просто заплакала. Заплакала. Она не выдержала. Давайте. Можно было бы дать, если бы было, что давать. Ох уж это давай, давай. Уже закончилось, что можно было дать. В народе говорят по-другому. Звучит грубо. Ладно, не буду. В общем, друзья, настроение, конечно, швах. Февраль — тотальный стоп. И то, что происходит вообще сейчас, говорит только о том, что нужно прям реально сделать все возможное, чтобы как-то изолироваться и отдохнуть. Если можете, я не знаю, сейчас начну накидывать варианты, я прям чувствую, начнется со мной там перепирательство на тонком плане. Я не хочу этого, ищите свои варианты. Вчера одна клиентка мне голосовой оставила. Вот, кстати, пример. Девушка работает, имеет четкий рабочий график. И она вчера мне сказала, что у нее просто не было сил идти на работу. Она говорит, вот я встала, говорит, я могла, говорит, Рина, вот я, понятно, что вроде бы надо идти на работу, говорит, а я чувствую, у меня, говорит, вообще сил нету. И она говорит, я просто-напросто не пошла на работу. Уж не знаю, как она дело это оформила, как договорилась. Видимо, договорилась и не пошла. Я говорю, правильно сделали. Я поэтому и решила надолго не откладывать этот разговор, потому что это сейчас уже надо делать. Сейчас.
любыми путями сделать себе перерыв какой-то. Вот лично я на неделю отложила все. Я же уже говорила в предыдущих записях, я с Тургайка приехала, 3-го я была, и с 5 числа я вот на эту неделю все полностью вообще сдвинула, отодвинула, отменила. Везде договорилась, перенесла. И вот сейчас я эту неделю отдыхаю. Ну вот единственное, что я записи делаю, ну я и хочу делать, я в ресурсе, я нормально, но я не бываю постоянно там, во внешнем мире, так как вынуждены многие. Вот, поэтому ищите возможности. Постарайтесь создать отдых для своих детей. Ирина предложила прекрасный вариант, который, к сожалению, на сегодняшний день нереален, но это было бы просто идеально. Она говорит, почему бы, Ирина, не объявить карантин? У нас же, говорит, объявляют карантин по соматическим заболеваниям. Вот сейчас точно такая же ситуация, только психологическая. В системе образования, говорит, должен быть человек, который должен держать руку на пульсе и сказать, все, вот сейчас нельзя. Это было бы идеально. Сейчас идеально было бы всем сесть на удаленку, на дистант. Вот это был бы идеальный вариант. Вот его-то я на Тургайке увидела. Это было бы вообще здорово. Все бы отдохнули, все бы продышались. Там, глядишь, уже другая бы история была. А потом бы руки, глядишь, дошли бы и до более глубоких вопросов. Сейчас, конечно, не до этого у многих. У кого есть ресурсы смотреть глубже, конечно, смотрите. Это время сейчас вот для этого. С января, еще раз повторяюсь, экстренное торможение всех горизонтальных скоростей. Февраль — это тотальный стоп. И сейчас практически вы пишете свою новую историю. Уже пишете. Если вы слушаете эту запись, если вы сюда пришли по каким-то своим причинам, все не просто так. Услышите, что я говорю. Сейчас время, когда прям по-хорошему засесть, разобраться с собой, что получилось не так, что получилось сначала, сначала что получилось первым пунктом, а потом что нужно сделать по-другому. И вот эту большую работу над ошибками, да, как вы ее назвала, нужно сейчас провести всем. Над ошибками в том числе, потому что сначала надо, что получилось, присвоить себе свои результаты, свои достижения обязательно. Ну и плюс работа над ошибками, так правильнее сказать. Вот, этому научил меня Банк Идей. Дай Бог ему здоровья и процветания. Там я училась в Институте консультирования системных решений, Московский институт. И вот Елена Владимировна Кузнецова у нас здесь организовала Банк Идей в Челябинске, и там я проходила свое обучение. И я помню, вот когда я услышала от нее вот эту фразу, когда мы учились, что получилось и что я бы сделала по-другому, я просто вот как бриллиант взяла в свою жизнь. Благодарю ее сейчас вот отдельно за учебу и, конечно, вот за этот прям бриллиант. Делюсь с вами, друзья. Вот этот навык нужно себе прямо впечатать в жизнь, передавать своим детям, чтобы не циклиться на том, что не так, а что сначала взять, что так, и увидеть это, и ценить это, и присвоить это себе. Ну и, конечно, потом открыть глаза пошире и посмотреть, что было не так и что надо сделать по-другому. Вот вам и опыт. Я на самом деле сейчас вам передаю просто ценнейшие знания.
во благо. Вот такие дела. Пауза возникла не просто так, потому что отсюда идет прям несколько ответвлений, какие темы мне хочется озвучить. Наверное, все-таки я озвучу по детям. Дорогие родители, очень сильно берегите сейчас ваших детей. Психика неустойчивая. Стрессы огромные, накопительные у многих детей сейчас. Скрытое, очень сильное депрессивное состояние. Им очень и очень сложно. Знаете почему еще? Потому что они чувствуют, видят, слышат, проживают все страхи, которые проживаете вы. Они и так еще не имеют достаточной опоры в жизни. И сейчас они видят вашу растерянность, ваши страхи, и тем более им еще больше страшно. Гораздо более страшнее, чем вам, поверьте мне. Я просто хочу предупредить, не пугаю, сразу говорю, не пугаю, предупреждаю, что если в вашем доме сейчас происходит просто кипящий котел, если ваша основная линия поведения — это давление на своих детей, бесконечные требования и претензии, то ждите необратимые последствия. Дело очень серьезное. Ни один нормальный человек такое выдержать, как сейчас, не может. А это происходит. Поэтому помните, что дети находятся в еще более напряженном состоянии, чем взрослые. Помните об этом. Если то, что я сказала, вас касается, опомнитесь, остановитесь, пересмотрите все полностью. На кону стоят реально жизни детей. Потому что та система, в которой сейчас они вынуждены находиться, как давила, так и продолжает давить. И все еще только, к сожалению, больше усугубляется. Поэтому единственный выход — это дом. Это создание более-менее нормальных условий, насколько это возможно, потому что родителям тоже непросто. Только дома, чтобы ребенок хоть дома получал тот глоток свежего воздуха, чтобы потом мог дальше идти.
Единственное отступление. Это не касается тех родителей, которые чересчур носятся со своими детьми. Тут тоже большая крайность. Но сегодня разговор не об этом. Я просто сразу оговариваю, потому что люди воспринимают сейчас буквально. Тут надо смотреть по ситуации. Дети все разные. В основном дети действительно стараются и учатся. Родители действительно тоже стараются, тоже для детей. Но давайте смотреть глубже и больше в те условия, в те обстоятельства, в которых мы сейчас все живем. Найдите способы помочь себе и детям. Найдите те слова поддержки, которые помогут вашему ребенку почувствовать опору в вас. Детям нужно на что-то опираться. А вы представляете психику ребенка, себя поставьте на его место. У вас, у многих сейчас опоры нету. А что чувствует ребенок, когда видит такого родителя? А потом выходит в мир. Я помню, как мама мне сказала как-то, очень интересный разговор у нас не состоялся. Она говорит, ты знаешь, честно скажу, я одно время тебе завидовала. Вот у тебя машина. Я помню, как на этой пятерке гоняла, девчонок возила в школу, в секцию на английский. Расписание тоже было такое серьезное. Завидовала. Вот дочь моя за рулем. Круто же. А сейчас, говорит, я на вас смотрю, там сколько-то времени прошло. Говорит, нет, я не хочу в ваше время жить. Никаких, говорит, опор, никаких, говорит, никакой уверенности. Ну, опора на слово никогда не говорила, никакой уверенности. Никакой уверенности в завтрашнем дне, говорит, я не хочу. Одни сплошные перемены, кризисы, говорит, да ну его. Лучше мое время. Там, конечно, другая крайность была, там такая стабильность, что в нашей жизни стабильность это тоже играет не ту роль. Жизнь живая, и стабильность, получается, нужно создавать только в себе. Это единственный стержень, единственная опора, о которых я всегда говорю, которые действительно нужны, которые действительно помогут продержаться, выдержать и создать свою жизнь. Увидеть новые возможности, но это опять идеальный вариант. А сейчас, к чему вот я опять это сказала, еще больше изменений. И все очень сильно не в ту сторону изменилось, в какую хотелось бы. Маразм лезет из всех щелей, люди загибаются, падают в обмороки, системы продолжают функционировать, создавать все больше ненормальные какие-то требования, и продыху нет нигде, и просвета нет, вроде бы как. Поэтому для меня просвет такой: остановиться в прежних требованиях, в прежних гонках, в ненормальных скоростях, продышаться, отдышаться, дать себе эту возможность, создать по возможности, как только хоть какие-то условия для отдыха. Если совсем никак,
через эти паузы дышать, дышать, как только есть возможность, поближе к природе, уединяться, изолироваться, не пользоваться интернетом. То есть изоляция на всех уровнях, где это возможно. Я имею в виду не пользоваться интернетом. Вот опять же вы меня через интернет слушаете, но я имею в виду не пользоваться той информацией, которая забирает силы. Я надеюсь, что мой разговор вам при всей его сложности все-таки даст силы. Мне вот ребята говорят, что какие бы сложные темы я ни затрагивала, все равно они этот разговор какой-то исцеляющий терапевтический эффект имеют. Мне об этом тоже раньше клиенты говорили. Они меня даже просили голосовые больше записывать, потому что одна клиентка мне все время говорила, как будто целую консультацию я прослушала, когда твое голосовое любой продолжительности придет, у меня как будто прям правда с тобой консультация была. Я, говорит, себя так чувствую, что бы ты там ни сказала. Вот она мне тогда первый раз тоже сказала про терапевтический эффект. И предлагала все больше делать записи голосом. Вот тогда я в ТГ первые свои записи это размещала в то время. Вот. Поэтому я надеюсь, что все-таки этот разговор при всей его сложности сослужит вам вот такую службу исцеления, какого-то спокойствия. Что, во-первых, с вами все в порядке, с вашими детьми все в порядке. Успокойтесь уже, пожалуйста, все. Может быть, уже вот этой остановки вам будет достаточно, чтобы понять, что с вами все в порядке, и вы никому ничего не должны. Ваша задача сейчас сохранить себя и сохранить своих детей. Сохранить то, что есть на сегодняшний день. Не усугубляя это все. Я помню, когда моим девочкам было непросто, и им нужно было идти в мир, делать свои дела. Вот я им всегда говорила, по-своему, конечно, по-разному, тут одного сценария никогда нет. Но в любом случае разговор всегда был теплый, душевный. Расскажи, как ты, что с тобой. И просто слушать. Дай Бог, чтобы ребенок начал говорить. Не начнет говорить, не надо. Но хотя бы он услышит от вас эти слова. И еще очень важные слова. Я с тобой. Моим девочкам я всегда говорила и говорю, и сейчас даже всегда говорю. Я с тобой. Ты не одна. Мы вместе. Помни, что у тебя есть дом. И ты всегда можешь вернуться. Прийти, рассказать. И мы обязательно что-нибудь придумаем.
Слова разные всегда были. Но суть их такая была всегда. Если вы еще не сказали таких слов своим детям, скажите обязательно. И по возможности создайте этот дом. Чтобы у ваших детей появились силы снова выходить туда, во внешний мир, как минимум выдерживать, ну и что-то делать, как максимум. И еще раз прям стучиться. Успокойтесь по поводу ваших «давай». Давайте просто жить, как получается, как может, по силам, по ресурсам, по возможностям. Давайте с пониманием относиться друг к другу. Сейчас всем очень сложно, всем абсолютно. Вчера я где-то услышала эту фразу на улице. Сейчас всем очень и очень трудно. Вот, поэтому давайте так будем жить, быть, понимать друг друга как минимум, ну, если будут ресурсы, силы, еще и помогать. В первую очередь, наверное, помочь себе важно. Все остальное это уже тоже как получится. В общем, вот такие друзья. Откровенно говоря, я несколько иначе представляла себе этот разговор. Теперь я понимаю, почему он так сложно начинался. И сейчас у меня тоже такое не совсем, конечно, состояние. Но, видимо, эту тему уже нужно было тоже озвучить, выгрузить. И я рада, что это произошло. Она очень сложная, она очень непростая. Поэтому задача прежняя — сохранить и сохраниться, беречь и беречься. С чем я вас и провожаю. Или сама провожаюсь, уж не знаю, как сказать. В общем, немножко застряла тоже. И хочется говорить, и уже, наверное, достаточно. О, да, конечно, час уже, конечно, достаточно. Все, друзья. Больше никаких. Все, стоп. Все, стоп. Я открыта, на связи. Все. Всех благ. До свидания.